Доброе утро, Стоп Гейм! Вы смотрите Инфакт. На сайте PlayStation на странице игры Ghost of Yotei опубликовали немного свежей инфы. После Ghost of Tsushima прошло 300 лет. Воительница по имени Ацу жаждет отомстить засранцам, что выжгли ее дом и перебили семью. Она сделает все, дабы покарать обидчиков. На пути к цели она выполняет любую работу, будь то охота за головами или разовая халтурка. Лишь бы денег давали. Это как бы намекает на появление внутренней экономики и возможности подзаработать на убийствах и ловле мерзавцев. Нас ждут новые механики, полезные функции и новое оружие, например, Одати, Кусаригама и парные катаны. Подержать их в руках сможем когда-то в текущем году, но только при наличии PlayStation 5. Компания Asus уже вовсю начинает форсить новую портативную игрушку. Первым шагом стал небольшой видеотизер, в котором маскот Asus запрыгивает в капсулу вместе с консолью ROG Ally и контроллером Raikiri, совместимым с Xbox и ПК. Персонаж возжелал прокачаться, наделив себя более емким аккумом, увеличенным хранилищем, повышенной производительностью и новеньким дизайном. Результат этой мутации нам не показали, сохранив интригу, но есть мнение, что это будет та самая коллаба с экосистемой от Xbox, о которой мы говорили некоторое количество инфактов назад. Сию гипотезу подтверждает ответ Xbox в социальной сети выглядящий вот так. И это не первоапрельский рофл, потому что все дело появилось еще 31 марта. Ну, посмотрим, какой ответ Xbox готовит для Steam Deck. К слову, еще один портативный флагман, Nintendo, объявил, что уже сегодня в 16:00 по МСК подрубит полноценную презентацию второй Switch, а завтра и послезавтра в то же самое время состоится показ Nintendo Treehouse Live, стримы, на которых покажут, как оно играется на новой Switch'оре. Но во что они там играть будут, конечно, не сообщается, так сказать, чтобы интерес подогреть. Напомню, что по слухам запуск Nintendo Switch 2 должен состояться в июне этого года. Bandai мамка выкатила первый видос по Elden Ring Night Rain на тему «За кого-то мы там будем играть?». Так вот, представили лучника по имени Железный Глаз. Этот черт мастерски обращается с луком и стрелами, а также он невероятно ловок, что обеспечивает ему живучесть во время сражений. В спин-оффе Елдыши создать своего персонажа нам не дадут, и придется выбирать одного из заранее подготовленных. Зато у каждого из них будет своя полноценная сюжетная линия, раскрывающаяся по мере успешных завершений забегов. В релизной версии игры оперативников будет 8 рыл, при этом можно будет собирать пати из одинаковых, оно не воспрещается. Сами группы набираются из 3 персон, а коопа на двоих не предвидится. Elden Ring Night Rain выйдет 30 мая на ПК, PlayStation и Xbox. Несколько месяцев назад Riot Games анонсировала ККИ по Лиге Легенд под рабочим названием Project K. Теперь же проект получил официальное название Riftbound The League of Legends Trading Card Game, а с ним и немного подробностей. Стартовый набор будет включать более 300 карт, куда войдут легендарные карты, юниты и заклинания. В Riftbound можно будет играть в формате дуэли, а можно и с большим, чем 2 числом игроков. Игра сама по себе простая в освоении, но не без глубины. По словам разработчиков, она вполне сойдет для высокоранговых турниров. Специально для новичков в жанре коллекционных карточных игр подготовили набор «Испытательный полигон» для легкого старта. Продажи Riftbound начнутся летом, но только в Китае. Позже, в этом году, игра доберется до англоязычных стран, а вот всем остальным придется ждать аж до 2026. Меньше чем через месяц свет увидит спин-офф серии Beholder с подзаголовком «Кондуктор». В нем мы будем рулить, собственно, кондуктором в поезде «Поставщик решимости». Наша задача — встречать пассажиров, вычислять зайцев и следить за порядками. От наших решений зависит, кто останется в поезде, а кто пойдет пешком. О пассажирах необходимо будет также докладывать в министерство, строчить рапорты и проводить обыски. Но если действовать неаккуратно, то и сам кондуктор может оказаться под следствием. Beholder Conductor выйдет в Steam 23 апреля.
Рогаликовый битэмап Киборг, но не убийца от коллектива Собака Studio выйдет уже в этом месяце. Мужик по имени Морган, посаженный на 1300 лет в место, где на ужин дают макароны, принимает участие в реалити-шоу. Это его единственный билет на свободу. Суть этого шоу — бить морды уровень за уровнем, чтобы в конце концов добраться до летательного аппарата на вершине башни. Нас ждут быстрые жестокие схватки, куча врагов, расчлененка, киберапгрейды и вот это вот все. Расчесать кулаки о зубы супостатов разрешат уже 30 апреля на ПК, PlayStation и Xbox. Но вообще можно уже и сейчас, демка-то доступна. С анонсами дат релизов закончили, теперь о переносах. Студия Storm in a Team Cup отложила выход экшен-адвенчуры Steel Seed, но ненадолго, всего на 12 дней, так что теперь ждем игру 22 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. К слову, именно из-за консолей релиз и задерживается. Команде потребовалось больше времени, чтобы довести PS и Xbox версии до ума. Как и Киборг, игра будет полностью переведена на русский язык. А у меня с новостями все. Хотите знать больше? Забегайте на наш сайт в новостной раздел. И про Бусти наш не забывайте, тоже дело богоугодное. Хорошего вам настроения и отличного дня!